Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Зайдя на любой мониторинг криптовалют, сложно не заметить двух лидеров роста, которые показали более 200% прибыли лишь за последние несколько недель. Но когда обращаешь внимание на тикер этих монет, впадаешь в шок, ведь это токен Luna и Luna Classic. Так это что получается? Неужели Luna воскресла, а наш король стейблкоинов за долгое время действительно придумал план спасения, и он уже начинает работать? Или это просто очередной пузырь, который вот-вот лопнет? Хотя если этот пузырь еще продолжает надуваться, значит на это можно заработать? Не спешите, все мелочи мы обсудим именно в этом видео. Так что обязательно смотрите ролик до конца, перед просмотром ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А мы начинаем. После печальных событий Terra Luna известна как один из самых больших так называемых скамов в мире крипты. Давайте немного освежим события, чтобы четко понимать, что происходит именно сейчас. На улице был май, теплая погода была в самом разгаре, ничего не предвещало беды, но подозрительным образом монета Luna от Terra Labs начала постепенно снижаться. Все можно было спихнуть на привычную нам коррекцию, если бы не дополнительное снижение стейблкоина USTC. И хватило буквально одну неделю, чтобы монета и стейблкоин из топ-10 скатились практически в ноль. Сам стейблкоин был подкреплен алгоритмом к монете Luna, поэтому они друг друга и потопили. Известных причин, почему это произошло, нет. Кто-то говорит, это атака со стороны властей, другие говорят, все сделал сам Do Kwon, чтобы прибавить себе несколько лишних нулей на счет, а остальные, как всегда, спихивают все на масонов. Но если честно, одному Квону известно, что произошло на самом деле. После этого была куча так называемых планов спасения, вливание миллионов резервных денег для поднятия курса, но ничего не помогло. И после множества попыток разработчики решили сделать новую монету Luna 2.0, которая должна была спасти всю ситуацию. Новый токен залистили практически на всех биржах и дали ей тикер Luna, а старую монету переименовали на Luna Classic. Поначалу действительно были надежды, что новая Luna покажет отметку в $100. На старте цена доходила до 18, но очень быстро упала, после чего долгое время искала себе место и все-таки зафиксировалась на уровне от $1,5 до $2. Но вот 9 сентября произошло какое-то чудо, потому что цена магическим образом начала подниматься, и как мы видим, этот рост не 10, не 20, а на секундочку более 200%. И это реально удивительная вещь, ведь учитывая, что на протяжении долгого времени цена с горей пополам доходила до $2, а тут буквально за несколько дней дошла почти до 7. Общий объем торгов за 24 часа фиксировался на уровне $1,7 миллиарда, из которых 32% торговались на Binance. Фактически такой всплеск довел рыночную капитализацию токена почти до $1 миллиарда из-за увеличения на 209%. Но на этом росте Luna решила не останавливаться, и объемы опять продолжали расти с 6 миллионов до более чем 500. И уже 30% объема торгов Luna приходились на бирже Binance, при этом OKEX составил около 20%, а Gate 10%. И после этого в различных криптосообществах начались активные обсуждения этой новости. А масло в костер начал подливать сам Do Kwon, когда у себя в Твиттере опубликовал вот такой эмоджи, мол, намекая своим подписчикам, что работа над спасением продолжает кипеть. Похожая ситуация происходит и с Luna Classic. Цена монеты поднималась до более чем 20% только за пару дней и более сотни, начиная с этого месяца. Так что это вообще происходит? Такие сумасшедшие проценты лишь за несколько дней. Какие причины такого роста? На самом деле причины действительно есть. И давайте подробно разберем каждую из них и поймем, что там задумал наш хитрый Do Kwon. Но перед этим советую вам подписаться на наш телеграм-канал Coin22, где мы специально для наших подписчиков публикуем самую свежую и актуальную информацию всего, что происходит на крипторынке. Если вы не желаете тратить много времени на изучение новостей, то в нашем канале вы ежедневно будете получать все самое важное в максимально простом виде. Поэтому, чтобы не пропускать события, на которых вы можете заработать, подписывайтесь на телеграм-канал по ссылке в описании. Что ж, как мы помним, еще после краха, когда разработчики пытались спасти монету, у них было много идей, и одной из них стало сжигание. Ну то есть они просто хотели уменьшить количество монет в обороте, чтобы поднять цену. Тогда успешного запуска печи по сжиганию монет им добиться не получилось, и они отложили эту идею на лучшие времена. И вот эти времена настали, когда в интернете начали обсуждать запуск того самого сжигания. Но неужели, если просто уменьшить количество монет, то можно вот так вот легко поднять цену до $100 и выше? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, по какому принципу работает это сжигание. Сам механизм устроен достаточно простым образом, а именно все транзакции, которые будут проходить в сети, начнут взимать с пользователей дополнительную комиссию в размере 1,2%. И как раз таки с этим процентом монет произойдет то, что с репутацией Do Kwon. Они будут уничтожены. Ну а если соблюдать терминологию, сожжены. Получается,
Получается следующая картина. Если капитализация токена составляет, например, 100 миллионов, и мы имеем 100 миллионов монет, то каждая монета стоит $1. Но если монет становится меньше, допустим, в 2 раза, получается и монета будет стоить в 2 раза дороже. Только в этом сжигании есть очень много проблем. Во-первых, чтобы вы понимали, налог в 1 и 2% еще не работает, а это лишь мысли разработчиков воплотить его в жизнь. По разным данным, он будет запущен с 20 сентября. На данный момент есть механизм Luna Burner, который за такое долгое время уничтожил только 3,8 миллиарда токенов. И это подводит ко второй проблеме. Общее количество монет Luna Classic на сегодняшний день составляет более 6 триллионов штук. Получается, даже если все 6 триллионов токенов перейдут из рук в руки за один день, это сократит оборотное предложение только примерно на 700 миллиардов токенов. А это просто капля в море, учитывая то, что редко наблюдается картина, когда за сутки общий объем монет отправляется между разными кошельками. К тому же крутить эти монеты между кошельками некому, так как не забываем, что после того краха все разработчики приложений бежали как с тонущего корабля. И на данный момент нет ни одной нормальной компании или децентрализованных приложений на системе Terra, которые могли бы нормально растопить этот процесс по сжиганию. Ну и третья проблема, соответственно, касается поддержки, поскольку, как было сказано ранее, большая часть торговли Luna Classic происходит на централизованных биржах, таких как Binance, Gate и Huobi, а сжигание не распространяется на токены, которые торгуются внутри биржи, ведь для этого биржа не использует сеть Terra. А даже если Доквону удастся взимать эти 1,2% с тех транзакций, которые происходят на биржах, сами биржи могут заделистить монету и придется нашему корейскому другу торговать луной на местном рыбном рынке и взимать свою дополнительную комиссию. Теперь вы понимаете, что это сжигание в теории имеет свои проблемы, не говоря уже о том, как это будет работать на практике. То есть по факту монету запампили лишь очередной идеей спасения, которая еще не работает. Но помните, я говорил, что причин для роста несколько. Так вот, дополнительно к сжиганию была разработана новая система стейкинга. Ну как новая? Просто с более высокими процентами, чем ранее. Этот новый сервис по стейкингу был запущен в конце лета, и еще тогда это стало небольшим звоночком для будущего роста. По данным Twitter-бота, который отслеживает данные стейкинга, можно увидеть, как пользователи поставили более 610 миллиардов Luna Classic для стейкинга. Проще говоря, почти 9% от всех монет было изъято из обращения. Но учитывая, что мы имеем более 6 триллионов токенов, это просто мизерная часть. И самое удивительное, знаете что? Это проценты доходности, которые предоставляют за стейкинг. Чтобы вы понимали, на стейкинг реверс можно получить 37,8% годовых, а это один из самых больших показателей на рынке крипты. Многие на этот процент клюнули, но должны понимать, это то же самое, что сделать депозит в венесуэльском банке в местной валюте, так как инфляция съест ваш вклад быстрее, чем вы успеете его закрыть. Казалось бы, это просто и понятно, но многие не берут в учет максимально высокие риски. Поэтому рассматривать стейкинг Луны для пассивного заработка категорически не рекомендую. Лучше посмотрите вот это видео, где мы подробно разобрали такой способ заработка, как стейкинг. Дополнительно к этому Binance все равно немного поддерживает Luna Classic, добавив ее в Binance Converter. Это такая функция, которая позволяет обменивать монеты абсолютно с нулевой комиссией. Теперь пользователи могут бесплатно обменивать Luna Classic и USTC на Bitcoin, Binance USD, USDT и любые другие токены, которые поддерживаются через Binance Convert. Так что если вы не зарегистрированы на бирже Binance, можете это сделать по ссылке в описании. А как бонус получите скидку 5% на торговые комиссии. Но неужели, если сложить все факторы в виде стейкинга и предстоящего механизма сжигания, мы действительно получаем оправданный рост до таких безумных процентов? Отвечу сразу, конечно, нет. Во-первых, все технические показатели рисуют исключительно медвежью картину. Причем без шуток, это касается практически всех показателей и индикаторов. Здесь в принципе и не нужно быть боком трейдинга, чтобы взглянуть на график и понять, что рынок на вот этом уровне столкнулся с дикой перекупленностью, и трейдерам ничего не осталось делать, как просто сливать свои монеты. Тем самым уже через день после роста цена у обеих монет пошла вниз. Тем более после того, как стало известно, что Binance не поддерживает сжигание Luna Classic через дополнительные комиссии, это снова привело к тому, что шансы токена на успех снова рухнули, учитывая размеры ликвидности на одной из крупнейших бирж. Не говоря уже о том, что эти шансы изначально были невысокими, как и до нынешнего роста стоимости Luna Classic, ведь токены почти обесценились. Поймите правильно, у Luna Classic, да и у новой монеты, нет никаких перспектив. Репутация компании, и тем более Доквона, осталась там, в мае. Она испорчена полностью, и по факту любые попытки разработчиков, а также комьюнити возобновить проект сразу же обречены на провал. Поэтому если вы меня спросите, а как тогда можно заработать на всей этой шумихе, я вам отвечу: открывайте шорты. Да, на самом деле единственный способ заработка на Луне — это шорт, благо Binance дает такую возможность. Ведь еще на майских падениях мы советовали играть на понижение, и кто прислушался, остались в плюсе. Это касается не только Luna Classic, а и новой монеты Luna, так как после листинга, пока цена искала где бы и зафиксироваться, у нас уже были открыты
открытые шорт-позиции. А фиксировать мы их начали, когда цена постепенно начала снижаться и доходить до своего любимого уровня в $2. И снижение до таких уровней мы сможем наблюдать уже в скором времени. Стоит ли делать похожее действие сейчас? Отвечу да. Но естественно не забывайте про кредитные плечи. Советую выставлять не более 4, таким образом можно будет пережить оставшихся покупателей, которые, к сожалению, до сих пор продолжают верить до Квону. И причины для падения банально просты, даже новичкам. Луна как адекватная инвестиция никому не нужна. Ни крупным инвесторам, ни разработчикам, ведь все нормальные компании не хотят сотрудничать с чем-то подобным. Поэтому перешли на такие блокчейны как Polygon или Binance Smart Chain. И вся эта история держится только на трейдерах, спекулянтах и жадных инвесторах, которые пытаются заработать на этой неликвидной умирающей монете. Поэтому если окажетесь в ряду этих людей, рискуйте потерять свои деньги. И я вам скажу, что эти риски вообще не оправданы. Так что покупать Луну и Луну Classic сейчас категорически не советую. Лучше присмотреться в сторону шортов и не наступать на очередные грабли, которые били инвесторов по лбу еще в мае. Также думайте всегда своей головой и получайте правильные рекомендации в нашем телеграм-канале. Поддерживайте это видео лайком и комментарием, а мы будем продолжать снимать для вас интересные ролики. Как всегда, удачи, пока!